Привет всем! Вы все это замечали? Если в комнате есть кровать, Тэхён и Чингук уже знают, где окажутся, рядом друг с другом. Каждый раз, когда в комнате есть кровать, картина без усилий повторяется, Тэхён и Чингук в конечном итоге лежат вместе. Такое поведение происходит не один раз, не два, не три. То, как они делят кровать, словно это часть их повседневной рутины, говорит само за себя. Комфорт рядом друг с другом неоспорим. Вид Чингука, лежащего рядом с Тэхёном, с его спокойным выражением лица, дает понять, что нет другого места, где он предпочел бы быть. Близость, которую они разделяют во время отдыха, усиливает молчаливую динамику, которую мы наблюдали бесчисленное количество раз. Это не спонтанный момент, это постоянный выбор. Независимо от места или случая, если есть две кровати, они будут вместе в одной. Это так демонстрирует явное предпочтение, совместный сон в одной постели стал ощутимой частью их жизни, актом, демонстрирующим нормализованную близость между ними. Они не пытаются выпендриться, они ее не скрывают. Когда камера близко, между ними нет расстояния. Когда камера выключена, их привычки остаются прежними. Это постоянство делает каждый общий момент свидетельством того, насколько сильна их связь. Тэхён и Чингук не просто решают быть вместе в конце дня, они также поддерживают ряд физических взаимодействий, которые подтверждают их связь. Каждый спонтанный поцелуй, каждое прикосновение к шее, каждый долгий зрительный контакт говорит громче любых слов. Эти жесты не случаются один раз, они повторяются в разных ситуациях, в разные годы, перед разными людьми. Любовь Тэхёна и Чингука раскрывается в деталях, невидимых для многих, но никогда для поклонников Тэхёна. Они разделяют моменты, которые, казалось бы, невидимы для всех, кроме поклонников Тэхёна. На мгновение на сцене они посылают друг другу невысказанные, но глубоко прочувствованные сигналы. Все начинается с почти незаметного жеста, Тэхён тайно целует одного человека, Чингука. Это маленькое действие вызывает немедленный отклик. Чингук начинает нежно покусывать губу, с выражением, которое невозможно спутать. Это не была случайная реакция или простое физическое движение, это был прямой ответ на жест Тэхёна. Тем временем его ноги двигались быстро, как будто что-то внутри него не могло устоять на месте. Движение было нервным, но и радостным. Это был язык тела человека, только что получившего что-то важное, что-то интимное. Реакция Чингука была незабываемой. Тэхён все это время наблюдал за ним, внимательный, обращающий внимание на его чувства. Его глаза были полны такого прямого и глубокого взгляда, что не оставалось никаких сомнений, он был влюблен. Такой взгляд был необычным. Так кто-то смотрит на единственного дорогого ему человека в этом многолюдном месте. Тхэкуки умеют распознавать такие моменты, потому что это необычные жесты. Не то, как кто-то ведет себя перед толпой, а то, как он ведет себя перед тем, кого любит. Каждый жест между ними казался незначительным, но вместе они образовывали целый язык. Это был язык без слов, но с глубоким смыслом. И даже если другие этого не видели, для тхэкуков все ясно. Тэхён и Чингук говорят друг другу «я люблю тебя» в каждом молчании, в каждом взгляде, в каждом скрытом жесте на публике. Чингук может получить много объятий, но только одни дают ему покой – Тэхён. В ситуациях, когда много людей, разные реакции и одинаковые эмоции, Чингук всегда точно знает, куда он хочет идти. Неважно, сколько объятий он получает или сколько рук тянется, чтобы поздравить его. Когда он достигает чего-то, чем гордится, например, прыгает на скакалке несколько раз, его первым побуждением является поиск Тэхёна. Это привычка, явный знак того, кто олицетворяет нечто важное в его жизни. Во время общего празднования все парни готовятся обнять Чингука. Он улыбается, но его тело отстраняется. Он тихо, но решительно отстраняется от остальных. Он смотрит на Тэхёна и бросается в его объятия, словно знает его целую вечность. Ему не нужны объяснения, ему просто нужны эти объятия. Жест Тэхёна тоже имел смысл, он просто естественно раскрыл объятия, словно заранее зная, что Чингук придет его искать. Их связывало нечто, не требующее никаких видимых знаков.
В этот момент тело одного человека узнало тело другого. Связь возникла мгновенно, автоматически. Каждый раз, когда случался такой момент, тегуки замечали это. Потому что знали, что такие объятия не даются просто так, они были конкретными, значимыми и целенаправленными. Чингук не искал социальных сигналов, он искал контакта с единственным человеком, который знал, как дать ему почувствовать себя в безопасности. Ни один из этих жестов не был изолированным, они раскрывали то, что уже существовало между ними. Близость не обязательно должна быть явной, когда она настоящая, и это было очевидно в каждом действии. Поклонники Тэхёна узнавали эти знаки, не потому, что они их воображали, а потому, что они были последовательными, привычными и эмоционально ясными. Не было никакой попытки притворства, была просто постоянная и четкая связь. Ласка шеи друг друга была одним из самых интимных знаков, которыми они когда-либо делились. Такой контакт не состоялся бы без доверия и эмоциональной близости. Когда видишь, как Тэхён прикасается к шее Чингука или наоборот, видишь, как естественно они это делают. В этих жестах нет напряжения или нерешительности, есть нежность и забота. Намерение, стоящее за этими жестами, раскрывает связь. Им не обязательно быть вместе в постели, чтобы выразить свою нежность, они делают это на сцене, на репетициях, на встречах. Они синхронны даже в шумной или хаотичной обстановке. Также важно обращать внимание на то, как они реагируют, когда находятся рядом друг с другом. Их язык тела меняется, их движения становятся более расслабленными. Чингук естественным образом наклоняется ближе к Тэхёну, в то время как Тэхён смотрит на него с другим выражением лица, как будто он может читать мысли Чингука, не говоря ни слова. Это постоянное визуальное взаимодействие – одна из самых сильных сторон их связи. Несмотря на то, что они окружены камерами и знают, что каждый жест можно проанализировать, они все равно синхронны. Тэхён и Чингук умеют выражать свою любовь с точностью, не требующей слов. Подобный контроль эмоций увидишь не каждый день. Они оба научились скрывать свои чувства, но всегда оставляют маленькие знаки внимания для тех, кто умеет смотреть. Когда Тэхён решил послать Чингуку этот лукавый поцелуй, он не стал делать это напоказ. Он сделал это так тонко, что это почти осталось незамеченным. Однако Чингук почувствовал это сразу. Он не просто увидел, он почувствовал. Его тело отреагировало раньше разума, он прикусил губу, он быстро задвигал ногами, словно не мог контролировать то, что только что получил. Это была эмоциональная реакция, выходящая за рамки физического. Поцелуй был не просто жестом, это было признание. Это был способ сказать «я здесь с тобой», не произнося ни слова. И Чингук ответил на его жест с поразительной легкостью, он понимал, что происходит. Он не выглядел удивленным, он вел себя так, будто уже проходил через подобное, знал коды, понимал, что только что получил. Когда это произошло, Тэхён наблюдал за ним. Он не отвел взгляда, выражение его лица ясно давало понять, что все, что он делал, было обдуманным. Он не импровизировал, в его выражении была уверенность, которая говорила о том, что это не первый раз, когда они общались подобным образом. Хотя они делали это молча, они не скрывали этого друг от друга, они просто скрывали это от внешнего мира. Такой уровень общения требовал доверия. Они настолько доверяли друг другу, что им не нужно было говорить, чтобы понять друг друга. Движение Чингука, интенсивность взгляда Тэхёна и то, как они реагировали, когда были рядом, были частью системы, которая не выстраивалась в одночасье, это было то, с чем они выросли. Более того, контроль, который они оба осуществляли, не был холодным. Напротив, это был способ защитить свои чувства, это был способ скрыть свою любовь от тех, кто ее не понимал. Однако тэкукеры понимали это, потому что научились видеть закономерность. Когда Чингук обнял его, это не было рефлекторным порывом, он сделал это, потому что знал это тело, потому что знал, что именно там он может выплеснуть все свои чувства. Это было безопасное пространство, но не физическое, оно было эмоциональным. Он привык, что Тэхён понимает его без слов, не объясняя, что с ним происходит. И Тэхён отреагировал так же, он не оттолкнул его и не растерялся, он просто обнял его, как будто объятия были запланированы.
Такого уровня понимания трудно достичь с одним человеком, это значит, что между ними есть канал, который никогда не закрывается. Этот момент также показывает, как они оба используют свои тела для общения. Чингук уверенно рванулся к нему, без колебаний. Он не ждал приглашения, он не спрашивал, может ли он знал, что Тэхён рядом.